Уважаемые подписчики, друзья, случайный зритель, я приветствую вас на канале Роман Парфенюк. Все о монетах. Продолжаем рубрику «Дорогие монеты СССР». И сегодня речь пойдет о монете СССР номиналом 5 копеек, которая оценивается коллекционерами-нумизматами в цену от 100 тысяч рублей и выше. Уважаемые зрители, сейчас мы с вами разберемся, как определить дорогую и, несомненно, редкую 5-копеечную монету. Итак, раритет стоимостью 100 тысяч рублей следует искать среди монет, отчеканенных с датой 1935 год. Друзья, но спешу вас предупредить, не все монеты номиналом 5 копеек 1935 года будут иметь столь высокую стоимость. Нас будет интересовать только одна самая дорогая разновидность этой монеты. Я часто общаюсь с нумизматами-коллекционерами в переписке, по телефону. И вы знаете, друзья, практически всем нумизматам, которые собирают погодовку СССР, нравится среди монет бывшего Советского Союза, что отличия в каких-то незначительных элементах могут менять цену, казалось бы, одной и той же монеты во много раз. Что же отличает редкую и дорогую разновидность 5 копеек 1935 года от остальных разновидностей, которых, кстати, аж 7 вариантов? Вначале, чтобы ответить на этот вопрос, следует отметить, что в 1935 году у монет СССР кардинально изменился аверс, лицевая сторона. С легенды аверса пропал лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», а аббревиатура СССР и герб были увеличены в масштабе монеты. Однако часть монет также была отчеканена старыми штемпелями с круговой надписью. А вот другая часть монеты была отчеканена уже новыми для монетного дела государства штемпелями. И именно среди них, этих новых монет, и следует искать редкий разновид 5 копеек 1935 года. К слову, новый дизайн на монетах Ленинградского монетного двора продержался недолго, с 1935 по 1936 год. Второй раз изменения дизайна коснулись в части количества витков ленты на гербе СССР. Их количество с 7 увеличилось до 11. Ну а теперь, друзья, давайте конкретно о редкой разновидности пятака 1935 года. Для определения этой монеты нужно посмотреть, как подходит слева на верхнем зерне третий колосок к звезде. На редкой монете этот колос укорочен и упирается в луч звезды, а на остальных вариантах этот колос длинный и проходит мимо луча звезды. Поэтому еще редкую и дорогую разновидность 5 копеек 1935 года называют «Ость к звезде». И стоит данный раритет от 100 тысяч рублей. Но итоговую стоимость монеты в любом случае определяет только аукцион. Друзья, продолжаем рубрику «Самые дорогие монеты СССР». В сегодняшнем обзоре мы рассмотрим с вами 5 копеек 1970 года. Друзья, на ваших экранах 5 копеек 1970 года. Самая редкая и дорогая медная монета СССР, выпущенная в период после денежной реформы 1961 года. Существуют, конечно, и более редкие монеты, но только как мало встречающиеся разновидности, отличающиеся какими-то мелкими деталями. А вот так, чтобы весь тираж был редкостью, это как раз и есть пятачок 1970 года с общепризнанной ценой 9-10 тысяч рублей, вне конкуренции. Что интересно, следующие ступеньки, причем сразу со 2 по 6 место, занимают другие 5-копеечные монеты. Все с одинаковой ценой в 4000 рублей. Это 1965, 1966 и с 1969 по 1972 год. В 1970 году все крупноформатные монеты чеканились очень ограниченным тиражом. Так что монеты в 15, 20 и 50 копеек
тоже стали рекордсменами в своих номинальных категориях, являясь самыми редкими и, соответственно, дорогими видами годовых монет за период с 1961 по 1991 года. Из отчетов о количестве изготовленных монет, изученных в архиве монетного двора и опубликованных нумизматом-исследователем Моисеенко, видно, что в 1970 году Ленинградским монетным двором в Госбанк было передано всего 150 тысяч пятикопеечных монет. По сравнению с обычными многомиллионными тиражами это очень мало. К тому же, вероятно, не более трети из них были с датой 1970. Остальные чеканились штемпелями с другими годами. Для Ленинградского монетного двора это обычная практика – использовать штемпеля прошлого года до их полного износа. Это уже, конечно, предположение, но основанное на статистике встречаемости и коллекционной цене этих монет. В сегодняшнем обзоре мы рассмотрим с вами 5 копеек 1953 года, редкий разновид ценой в 80 тысяч рублей. Практически у каждой советской монеты любого года выпуска существует по несколько разновидностей. Одна из них от другой отличается мелкими различиями в оформлении аверса или реверса. Едва заметные отличия, а стоимость двух монет с одинаковым номиналом и годом чеканки разниться может очень сильно. Классический пример подобного колоссального разброса в цене 5 копеек 1953 года. Разница всего в один узелок на оборотной стороне, и стоимость резко возрастает с 200 рублей до 80 тысяч. Друзья, чеканившийся в 1953 году пятак встречается в коллекциях нумизматов в 6 вариантах с очень разной стоимостью. Самый ходовой и дешевый такой экземпляр достоинством 5 копеек оценивается всего лишь в 50-70 рублей. А цена за наиболее редкий и дорогой на аукционе легко может подняться выше 80 тысяч. Чтобы выделить этот дорогостоящий раритет среди других пятаков, необходимо сначала отсортировать те, которые на оборотной стороне под цифрой 3 имеют один узелок на колосьях. Если их там два, один под другим, то особой ценности такая монета не представляет. Однако наличие единственного узелка мало. Это только первый признак. Надо еще, чтобы аверс был с уплощенной звездой и тонкими срезами остей под связкой ленты по центру. Этот экземпляр – желанная добыча многих нумизматов, за которую они готовы немало заплатить. Но если срезы остей на аверсе толстые, то даже при одном узелке на реверсе за пятак коллекционеры вряд ли дадут больше пары сотен рублей. Наличие, отсутствие небольшого узелка на оборотной стороне, тонкие и утолщенные стебли колосьев на лицевой, различия в рисунке совсем небольшие, но зато цена возрастает в сотни раз. Перед вами 5 копеек 1986 года. Многие ошибочно предполагают, что эта монета не имеет разновидностей, но это не так. Ведь у этих 5 копеек есть невероятно редкий вариант исполнения. И все так же в белом металле. Цена на такую монету составляет более 100 тысяч рублей. Уважаемые зрители, если вам понравился этот обзор, каким-то образом пригодилась информация, я прошу поддержать мой проект лайком, подпиской. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новинок и обновлений. На этом я буду заканчивать. С вами был Роман Парфенюк. Все о монетах. Всего доброго, друзья.